Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске я познакомлю вас со следующей моделью яхтенной верфи Cherubini. Cherubini 44 Ketch. И сделаю небольшое сравнение с шхуной Cherubini 48 и Cherubini 44 Ketch. Обе модели верфь позиционирует как Fast and Comfortable Boats – быстрые и комфортные лодки. И в прошлом выпуске мы выяснили, что шхуна действительно является такой. Давайте посмотрим на Ketch 44 от верфи Cherubini. И как всегда, напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Ketch Cherubini 44. Корпус цельный, ламинированный, высокопрочный из стекловолокна, пропитанного виниловым эфиром. Пожизненная гарантия на конструкцию корпуса. Тип парусного вооружения Ketch. Тип киля Shell Keel. Руль традиционный навес на киле. Дизайн John Cherubini. Длина корпуса максимальная по палубе 44,17 фута. Длина корпуса по КВЛ 40 футов. Это несколько превышает значение эталона. Ширина корпуса максимальная 12 футов. Осадка 4,83 фута. Водоизмещение 29 800 фунтов. Площадь парусности 1138 квадратных футов. Также немного больше, чем у эталона. Прежде чем мы перейдем к техпараметрам, давайте посмотрим на график сигнатур или графические ключи Cherubini 48 шхуны и Cherubini 44 Ketch. Как это работает, я рассказывал в третьем выпуске, который был посвящен Trintella 5. Поэтому не буду повторяться. Напомню лишь, что набор показателей любой модели является числовой характеристикой этой модели, то есть сигнатурой. Мы можем построить график сигнатуры или, проще говоря, графический ключ. Если последовательно соединить линии все значения показателей на индикаторах, то мы получим графический ключ. Итак, берем графические ключи для шхуны Cherubini 48 и Cherubini 44 Ketch. Совмещаем. Итак, что мы видим? Мы видим, что общая конфигурация ключей одинаковая, а это значит, у лодок одинаковая базовая концепция. И здесь же мы видим существенное отличие в некоторых фрагментах ключа. А это значит, что это не серия, и каждая лодка проектировалась как самостоятельная модель, хотя в основе лежит одна общая концепция. Окей, переходим к техпараметрам. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Cherubini 44 значение фактора энерговооруженности равно 19,2. И это говорит о том, что у Ketch 44 более спортивный характер, чем у шхуны Cherubini 48. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 207,87 означает, что лодка относительно легкая для своей длины, и это еще один плюс за спортивный характер. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Cherubini 44 значение равно 40,79. Это немного меньше, чем у шхуны, но больше, чем у эталона. Уверенный плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный Яхтенным гоночным союзом США по результатам анализа печально известной гонки Fastnet 1979 года. Оказалось, что лодки со значением риска, превышающим 2 единицы, не должны принимать участие в океанских гонках.
Значения меньше 2 единиц считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,5, что значительно меньше, чем у эталона, и точно такое же, как у шхуны Cherubini 48. Это плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,4 означает, что в данном случае отдано предпочтение остойчивости веса. Кроме того, это значение соответствует эталону, плюс за условный комфорт. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Cherubini Ketch 44 значение равно 3,68. Это чуть-чуть меньше, чем у шхуны, а значит кетч относительно своей длины как бы попузатее шхуны, но незначительно. В абсолютных единицах шхуна, конечно, шире. Ее ширина в футах 13, а ширина кетча 12. А в метрах шхуна 3,96 метра, а кетч 3,66 метра. При всем при том, оба корпуса стройнее эталона. И это плюс к условному драйву. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,47 узла, что значительно выше, чем у идеального круизера, и на 42 узла меньше, чем у шхуны, что естественно, так как длина корпуса по КВЛ у шхуны больше, чем у кетча, плюс в сторону условного драйва. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для эталонного проекта крейсерской яхты лежит в диапазоне от 1,6 до 1,8. Для Cherubini 44 значение равно 1,11. Вот, и это сильно отличается от фактора скорости для шхуны, значение которого равно 1,7. И это значит, что кетч Cherubini 44 потенциально может развить большую скорость, чем Cherubini 48 шхуна. Конечно, это плюс к условному драйву. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Эмпирический показатель, выведенный обществом морских инженеров СНЭИМ. Значение 1 789 801,27 фунта на фут квадратный соответствует значению идеального круизера. У шхуны значение момента инерции значительно больше, чем у эталона, и в 1,5 раза больше, чем у кетча. Плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Для Cherubini 44 период равен 4,74 секунды. Прекрасное значение. И всего на 17 секунд меньше, чем у шхуны Cherubini 48. И это удивительно, так как период бортовой качки зависит в первую очередь от момента инерции, который у кетча в 1,5 раза меньше, чем у шхуны, а период бортовой качки почти такой же. Господи, как они это делают? Показатель устойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на остойчивость. Значение 1,3 говорит о сбалансированности яхты, хотя и немного не попадает в диапазон эталона. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Cherubini 44 значение ускорения бортовой качки равно 0,04 G. 0,04 G это точно такое же значение, как у шхуны Cherubini 48.
И это просто отличное значение, которое находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Итак, подведем итог по Cherubini 44 Catch. Cherubini 44 Catch не менее восхитителен, чем шхуна Cherubini 48. От шхуны его отличает главным образом только то, что это не только замечательный круизер, но и яхта, которая может реально претендовать на призовые места в регатах водоизмещающих яхт. Cherubini 44 Catch – это лодка, относительно легкая, с большим скоростным потенциалом, с отличным значением фактора комфортности, с отличным значением периода бортовой качки и с прекрасным значением ускорения бортовой качки и минимальным значением риска опрокидывания. Нет ни одного посредственного показателя, все на отлично. Cherubini 44 Catch и шхуна Cherubini 48, мне кажется, я надолго влюбился в эти лодки. Великолепные яхты с харизматичной внешностью и просто замечательными техническими параметрами. Я думаю, что Cherubini только из скромности написали Fast and Comfortable Boats. Я бы еще добавил It's amazing, друзья. Это изумительно. Это изумительно. Рейтинг идеального круизера по набранным баллам для кетча Cherubini 44 равен ровно 9 целых. А это значит, что Cherubini 44 Catch занял третье место в рейтинге «Идеальный круизер». В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале «Идеальный круизер».